Всем привет! Сегодня будем менять запорную арматуру в смывном бачке. То есть мы снимем полностью бачок, демонтируем старую и поставим новую арматуру. Приступаем. Перекрываем воду. Спускаем бачок в воду. Откручиваем шланг подачи воды. Сняли крышечку, повернули против часовой стрелки и сняли запорный механизм. Так, откручиваем впускной клапан. Теперь, у кого есть желание, вот тут два болта, можно их откручивать ключом. Но ключом это довольно-таки сложновато будет, потому что резьба вся заржавела. Я пойду простым путем, возьму болгарочку и снизу обрежу гайку с болтом. Так, обрезали болты. Снимаем бачок, что-то держит. Так, вот вода еще. Так, вот снял бачок. Вот наши болты обрезанные. Сейчас я их вытащу, пускай остынут. Открутить надо вот эту резиночку и гаечку снять. Прижавило. Сейчас мы открутим. После того, как я откручу эту гайку, бачок будем мыть. Открутили. Вот, нам надо этот бачок помыть, потому что он весь грязный. Вытащим вот эти вот старые заржавевшиеся болты. Вот, пожалуйста. Тут даже нет смысла их крутить ключом. Лучше сразу взять и срезать болгаркой. Сейчас я пойду помою бачок и буду устанавливать новую арматуру. Бачок помыли. Будем устанавливать арматуру. Устанавливать мы будем вот такую арматуру московского производства. Вот, группа компаний Инкоер. Первым делом нам на бачок надо установить вот этот корпус вот этого клапана. Для этого нам надо сам корпус плюс гайка и резиновая прокладочка между бачком и унитазом. Вот находится сама прокладочка с гайкой. Так. И крепежные винты. Устанавливаем седло клапана, прокладка, затем в бачок и здесь накручиваем гайку. Выставляем ровненько по центру седло и накручиваем гаечку с усилием. Вот так вот я кручу. Вот мы закрутили. Дальше я хочу сказать вот что. В комплекте идет вот такая вот резиновая прокладочка, которая устанавливается между бачком и унитазом.
Я не рекомендую ее ставить, потому что она большого диаметра, больше, чем сама гайка. И когда затягиваем вот эти вот два винта, она идет наперекосяк, и происходит течь воды между бачком и унитазом. Я предпочитаю ставить вот такие прокладки. Сейчас я покажу. Вот она прокладочка. Она хоть и старенькая, но довольно-таки плотно одевается на нашу гайку. Вот сейчас покажу. Вот она плотно одевается на гайку и обеспечивает плотную герметизацию между бачком и унитазом. Дальше, после того, как мы ее зафиксировали, переворачиваем и опускаем, чтобы совпали отверстия под крепежные болты, опускаем бачок на унитаз. Подкорректировали, ровненько поставили. Используем вот эти вот крепежные болты. Открываем. Как они собираются? Сперва ставится вот такая шапочка, затем конус резиновый. Это для того, чтобы не было течи между болтом и бачком. Делает герметизацию. И закручивается вот такой пластмассовой типа гайки от руки. Но я не советую вам ее ставить. Ее можно, конечно, подтянуть, сделать ее потуже. Я предпочитаю заменить ее на железные шайбы и гаечку. Сейчас я покажу. Вот такого плана ставлю шайбочку побольше, потом шайбочку поменьше и гаечку. Согласитесь, что гайку ключом я лучше затяну, нежели я буду тянуть пластмасску. Вот эту вот пластмасску рукой. Вставляем два вот этих вот болта в отверстие для крепления бачка. Сейчас вот еще один я соберу. Вот конусом вперед. Так, а теперь ничего сложного нет. Берем наши шапочки с гаечкой и снизу закручиваем. Закручиваем вот эти два болта равномерно, то один, то второй, чтобы бачок не был на перекосяк. Здесь можем держать и ключом закручиваем. После того, как мы прикрутили смывной бачок, нам надо поставить впускной клапан. Как вы видите, он намного длиннее, чем наш смывной бачок, поэтому его надо будет укоротить. Что я сделаю? Я сейчас померяю. Вот, откручиваем гаечку. Клапан будет стоять вот так вот. Надо нам укоротить вот этот вот железный шток. Сейчас я карандашом отмерю. Обрезать я буду вот с этой стороны. С этой я не буду, так как здесь сделано для регулировки уровня воды в бачке. Вот такие вот загибулины, чтобы можно было поплавок выше-ниже опускать. Я вот с этого конца обрежу и молотком вот так вот сплющу, как вот здесь вот сделано. Все, сейчас я замеряю и делаю. Пока делаем впускной клапан, сейчас можем поставить
клапан выпускной. Ставится он вот так вот легко и просто, поворотом по часовой стрелочке. И фиксируется там в зажимах. Так, вот эта вот трубка перелива. Она должна быть ниже бокового отверстия миллиметров на 30. Регулируется она вот таким способом. Откручивается вот эта вот гаечка. И вот эта трубочка может опускаться и подниматься выше или ниже. После того, как мы отрегулировали это расстояние, когда мы поставим впускной клапан, вода должна наполняться от края выпускной трубки где-то миллиметров на 20. Вот. Это мы будем делать и регулировать впускным клапаном. Так, вот мы укоротили впускной клапан. Устанавливаем его в бачок. Закручиваем гаечку от руки. Она довольно-таки, здесь хорошая прокладка, поэтому смотрим, чтобы все было герметично. Также при закручивании контролируем, чтобы поплавок наш не касался стенок смывного бачка. Теперь можно нам подключить шланг подачи воды. Тоже закручиваем от руки и делаем небольшую подтяжечку. После этого нам надо установить вот этот вот шток с пупырышкой, за который мы будем дергать и смывать унитаз. Снимаем со штока. Вот эту вот конструкцию нам надо поставить на крышку бачка. Да, еще вот что я упустил, надо поставить вот эту вот трубочку на наш клапан. Просто одевается для гашения звуков. Все. Берем крышку, снимаем старую вот эту накладку. Здесь она откручивается. Ставим, вот, что у меня все падает. Ставим вот такую вот новую, чистенькую, аккуратненькую. Тоже выставляем по центру отверстия и плотненько затягиваем. Так, после того, как мы это все сделали, теперь нам надо установить вот этот вот сам механизм. Вот такой вот гаечкой мы регулируем выход вот этой вот головки. Сейчас я покажу. Из крышки бачка. Вот так вот. Здесь где-то должен быть зазор миллиметра 3 для полноценного функционирования запорной арматуры. Но это мы потом отрегулируем. Как это все закрепляется? Вот так вот вставляется и щелчком фиксируется. Смотреть надо, чтобы вот эти вот отверстия были на одном уровне. Это делается для того, что мы сейчас здесь поставим фиксирующую вот такую вот планочку. Она тоже вот так вот ставится. Тоже смотрим, чтобы она ни за что не цепляла. Оп. Тоже на защелочках. Вот у нас, в принципе, запорная арматура собрана. Сейчас мы можем включить воду и посмотреть уровень воды, наполняемости, не течет ли где что, чего. И в процессе потом уже смотреть, надо регулировка или не надо. Наполняем бачок. Открываем кран. Так, ну вот, вода у нас набралась. Я смотрю, здесь везде все сухо.
Течи нигде нет, нигде ничего не подкапывает. Уровень воды у нас, как и положено, 20 миллиметров от воды до края переливной трубочки. Еще раз хочу повторить, регулируется она вот этой вот гаечкой. Вот. Уровень воды регулируется поплавком, то есть поплавок опускается со штока вниз, воды набирается меньше. Поплавок поднимается вверх по штоку, воды набирается больше. Так, ну теперь мы можем ставить крышку. Берем затягу, чуть-чуть ее вверх поднимаем и закручиваем ручку. Устанавливаем ровно крышку. Расстояние между ручкой и крышкой бачка должно быть 3-5 мм. Тогда наша запорная арматура будет исправно работать. Ну вот все, на этом видео я хочу закончить. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Жду вас на своем канале. Все, всем пока.